Всем привет, друзья! Что-то у нас солнышко вышло, Алексей дверку закрыл. Надо открыть. Чик. Ой, как тепло здесь, прям реально парник. Здесь прям классно. Тепло очень. Несмотря на низкую температуру на улице, на балконе тепло. Пусть это тепло немножко заходит в дом. А я готовлю картофельное пюре. Варится у меня картошечка. Раз. Сейчас уже скоро буду заправлять молочком и сливочным маслом. Дети у нас в школе. Сегодня последний день в школе, но, я так понимаю, у них будут дополнительные занятия по экстра урокам по субботам. Что, слава богу. Вот. Посмотрите, какое яркое солнце, какое переливающееся морешко. Так, что я вам хотела сказать? Хотела я вам сказать, что вчера, на момент, когда Олег снимал это видео, было 19 января, крещенские морозы. В Эрдемли был снег. Я вам сейчас вставлю видео. Правда, единственное, что он снимал в вертикальном положении, вот, что не очень удобно для Ютуба. Но сам факт того, что вот вы сможете увидеть впервые, наверное, за много лет, надо будет у друзей спросить, мне кажется, такое прям вот впервые за много-много лет. Пошел снег, и, соответственно, после снега была холодрыга. Сегодня солнышко, но с завтрашнего дня опять обещают пасмурно, дожди, будем мерзнуть. Я там посудку всю перемыла, потому что теплая вода появилась. Как только выходит солнышко, так сразу появляется теплая вода. На кухне я имею в виду. В душе-то она всегда есть при помощи этого водонагревателя Шафбен. Но что я вам хочу сказать, когда на улице очень холодно, вот прям очень холодно, идет дождь, то Шафбен тоже не справляется. На троечку, на максимальную ставишь, и еле-еле-еле такая вот прям слегка прохладная вода. Вот. А сегодня Алексей говорит, даже лужи по краям подзамерзли. Сегодня с утра, в 8 утра, Яндекс показывал 0 градусов. Поэтому вот так вот замерзаем в Турции. В жаркой, наитеплейшей Турции замерзаем. Наверное, надо подумать над какой-нибудь другой страной, где более тепло в зимний период. В общем-то и целом нас Турция устраивает, за исключением вот этих вот холодных месяцев. Это январь-февраль самые холодные. Хотя и в декабре тоже были такие дни, когда мы прямо аж, сейчас покажу, под дверь Алексей купил такую штучку утеплительную и подкладывает под дверь, когда ночью уже никто никуда не ходит. Где он ее хранит? Где он ее хранит? Вот она. Вот такую штучку купил и под дверь туда подкладывает. Когда уже ночью все, укладываемся спать, никто уже никуда не пойдет 100%, то он берет вот эту штучку туда, устанавливает. И получается здесь теплее, не дует. Так, в принципе, не дует, но все равно кажется, что когда он это делает, становится теплее в квартире. Вот, как-то так. Поэтому холодно, друзья, холодно. Немножко, наверное, ошиблись мы со страной. Но, с другой стороны, наверное, запишем скоро видео, почему мы выбрали для возможного переезда. Опять-таки, когда мы сюда приехали, мы не думали 100%, что мы сюда переедем. Вот. Но мы предполагали, что мы можем сюда переехать, да? Что, собственно, и произошло. Почему мы выбрали именно Турцию? Один, наверное, из критериев был это доступность. Турция одна из самых-самых оказалась доступных стран. Рассматривали мы несколько вариантов, но Турция оказалась самая доступная. Вот, собственно, поэтому мы здесь. Такие у нас дела. Вот. Капец. Впервые я вижу снег в Турции. Это капец просто. Вот панорамный
так сказать, сделаю. Снег. Капец, ты посмотри, какой нас шуранул. Капец. Ты только посмотри на это. Вот. Вот. Обалдеть. Это называется «Привет, Одесса». Кстати, я знаю, что каждая хозяйка делает пюрешку своим способом. У каждого он свой. Я делаю пюрешку с сливочным маслом и с молочком. У меня сегодня фермерское молочко. Такое прям со сливочками. Ох, прям кусочек сливок выпал. Вот, и хорошенько все разминаю. Добиваюсь при помощи молока такой консистенции, которая больше нравится моей семье. Мы любим такую мягенькую пюрешечку. Вот, сливочное масло придает сливочности. Молочком добиваюсь нужной консистенции. Напишите в комментариях, а кто готовит как-то по-другому. Я знаю, что есть хозяйки, которые с лучком жареным до золотистого цвета на растительном масле делают пюрешку. Вот. Какие еще варианты? Мне было бы очень интересно. С лучком до золотистого цвета я, кстати, делаю обычно картофельное пюре для пирожочков. Вот, тоже получается очень-очень вкусно. Вот. А так просто пюрешечку покушать я делаю с молочком. Ну вот смотрите, вот это, например, консистенция, когда еще не падает, да? Вот. Это еще для нас твердовато. Я делаю более мягкую пюрешку. Вот, видите, оно такое еще достаточно жесткое. Вот. Сейчас я сделаю консистенцию, которую любит моя семья, а затем покажу, что у меня получилось. Все, друзья, пюрешка у меня готова. Вот такая мягенькая получается пюрешка. Вот так мы любим. И вот эту мягкость я добиваюсь при помощи молочка. То есть все время частями добавляю молочко и смотрю, какая получается консистенция. Вот такая вот должна быть мягенькая, нежная, классная пюрешка. Кому понравилось, ставьте лайк. У нас нашествие баранов. Посмотрите. Вау! Столько баранов мы видели только в Грузии. Когда в Грузии мы ехали по трассе, а потом бараны вот в таком количестве стали переходить дорогу. Все остановились, барашки эти создали некую пробку, но все терпеливо ждали, когда последний барашек из этого стада перейдет дорогу. Вот. Класс. А где их? А, вон женщина-пастух. Вот она идет. Женщина-пастух, да. И куча барашков. Интересно, что они делают с этими барашками? На мясо, да, потом? Да. И в касап? Да. Это ж хороший бизнес. Ну, как сказать? Ну, мясо мега дорогое здесь. Ну, с точки зрения денег, да. А с точки зрения, ходи вот им там хвосты крутить целый день. Че крути, они разбежались по всей лужайке и кушают сами. Никого с бутылочки не кормит она. А если помрут? В смысле помрут? Кормил полгода барана, он что-то сожрал и помер. Они все равно контролируют, куда он прется, барашек. И разбежаться, и кто-нибудь сейчас подхватит и увезут. Ну, не знаю. Хороший бизнес, есть над чем подумать. Дверь. Göz, Глаз. biz, Мы. siz, Вы. var, Они. bu, Это. şu, Ну, это тот. oda, Комната. duvar, Стена. pencere. Окно. Молодцы. Олег молодец. Без ошибки вообще. Угу. Теперь Мишу проверяем. Ребята слова учат. Оливка. Zeytin,
Они. Onlar. Давай сначала. Терка. Rende. Молодец. Угу. Окно. Pencere. Олег, очень долго. Список же у тебя перед глазами. Sandalye. Шустрее, шустрее. Неважно, даже если повторишь, ничего страшного. Siz. Курица. Tavuk. Вишня. Руку убери. Vişne. Глаз. Göz. Это тот. Şu. Стена. Duvar. Свекла. Pancak. Анджар. Pancar. Возвращаю. Нет. Мама с папой тоже учат вместе с ребятами. Вот так и Что еще? проводим Слово было? дни. Не было. Неважно, если даже было. Повторение мать учения. Значит, запомнится лучше. Понял. Дай ему. Учите слова, заливаются они тут. Испекла очередной пирожочек для вас, друзья. Такой вкусный, ароматный, супер классный, мега суперский. Я думаю, многим из вас понравится. Скоро будет на нашем кулинарном канале. И дети мне, прогуливаясь по набережной, где-то надыбали розу. Сперли, да, Алексей? Нет, она росла на этом, за забором. О, как вкусно пахнет. Слушайте, какая ароматная. У нас за забором? А зачем вы ее сорвали? Не Она за бы еще... забором, в этом, где-то на набережной за забором. На набережной за забором. В Она, смысле, не на территории комплекса, а просто в открытом доступе. она такая ароматная, супер классная. Ты И ее в еще- маленькую чашечку поставь, чтобы она еще... А еще это мимоза, что ли? Что это такое? Не знаю, это, Миша, мимоза это, по-моему, дерево, а это маленькое травянистое растение. Травянистая. В общем, вот такой букет мне сегодня принесли дети. Надо в стаканчик. Стаканчик коричневый, да? Сейчас в воду положим. Вот. Морковка у меня осталась. Надо съесть. Вкусная, сладкая, такая сочная. Так, а я здесь работаю, видите? Снимаю. Съемки у меня. Всем привет, Я друзья. пишу, у меня получается, что он качается, и мне получается, что я криво пишу. Красиво пиши, руки поставь Сколько на я стол. написала? В ургу ударение пиши. Мы сели учить опять турецкий язык. Примерно 4 месяца тому назад у нас был первый урок, а сейчас мы прям вот телевизор используем в качестве доски. И теперь у нас второй урок. Алексей мне начистил грецких орехов, прячет их в морозильную камеру зачем-то. Ходит в моей кофте, одежду себе теплую не привез. Вот, а у нас достаточно прохладно, но при этом солнечно. Солнечная погода прохладная. И нам доставка пришла. Миша, наш друг Ирай, заказывал эти учебники по немецкому. Миша даже не открыл их. Сейчас я вам открою, покажу. Это рабочая тетрадь здесь. И сам учебник. Там педагог по немецкому дал домашнее задание на каникулах. У детей сейчас каникулы. И Миша откроет нужные страницы и будет учить. Да, Миша? Кстати, а вот мне интересно, дети в предыдущих классах уже учили? Или это только вот с алфавита начинается? Хали-халло. Хали-халло, хали-халло. Бла-бла-бла. Халло. Халло, я так понимаю, привет, да? Алфавит, Миш, тебе повезло. A, B, C, D. Мише повезло. Это очень-очень хорошо. Потому что немецкий Миша не знает вообще от слова совсем. Поэтому будет учить, начиная со слов. Ой, начиная с букв. Вот. Такие вот дела. Да, турецкий друг нам это все дело заказал. Сегодня нам это все дело привезли. Вот. Ну, а мы
пока занимаемся турецким. Это для нас пока важнее. Олег, ты как пишешь? Да. Тебе удобно здесь писать? Да. Хорошо. Так, мы слова записали новые. Теперь у нас с двух сторон тетрадка. Возвращаемся. Дерс 2 написал. Возвращаемся в грамматику. Олег, дай списать. Олег у нас уже наперед написал. Сейчас мы у него спишем и пойдем дальше все вместе. Кто это? Буким. Угу. Ну что, друзья, а у нас... Господи, Алексей, дай съемку провести. Кофе-брейк. На кофе-брейк у нас пирожочек, который я вчера пекла. Ребята пьют чай, я пью кофе. Олег, давай мое кофе и молоко в коробке. Кто-то сидит, продолжает учиться. В общем, мы второй урок прошли. Остался у нас на сегодня третий урок. Третий урок пройдем, когда приступим к четвертому завтра. В день по 2 урока. Мне еще рецепт надо снимать. Я пью кофе с молоком. Ребята, что вы все молоко выпили? Когда вы успели? Полная коробка была. Миша уже пьет хлопьями. Так, и пирожочек. Так. Так. Ну что, сегодня у нас дома были экстра уроки по турецкому. Сколько часов мы занимались, ребят? 6? Да. Да. 6 часов турецкого языка. Ну как вам? Ничего, здорово. Все понятно? Пока, да, все понятно. Сегодня мы изучали личные аффиксы. Информации много. В принципе, мне нравится, что они дают большое количество примеров, чтобы человек все это много раз потренировался, да, и тогда уже в голове что-то откладывается, да? Отложилось что-нибудь в голове? Давайте слова. Мы сейчас учим слова. Дети уже готовят ужин. У нас был кофе-брейк. А мы не снимали кофе-брейк? Снимали, да, немножко? Да. Вот. И, в принципе, на сегодня все. Завтра мы продолжим. В день по 2 урока. Это, конечно, жесть, но мы будем стараться. Вот. После уроков уже в свободной форме, в такой лежачей расслабленной форме просто слова учим. Да, Мишутка? Да. Не надо. Уже все, время почти... Уже поздно, папе видео монтировать надо, Похолодание маме на видео улице. намонтировать надо, рецепт снимать, нам с папой мукбанг снимать, работу-то тоже никто не отменял. Давайте, если завтра рано встанете, то вместо кофе-брейка пойдете кататься на часок. Потом вернетесь и продолжим следующий урок. Не кормить нас. Алексей вечно голодный у нас какой-то. Я тоже. Хлебушек там, что, какие салаты есть, Миляк. Миша, руки мыть. Не хочу. У нас у каждого тетрадка. Где моя тетрадка? Дайте мою тетрадку. А, Миша слова учит по ней. Я потерял ее. Дай, пап, мою тетрадку. Я теперь взял ее. Сейчас покажем вам. Это у нас первый урок был 4 месяца тому назад. Bugün beden eğitiye var mı? Ладно, чего? Сегодня физкультура есть? Нету. Дерс 2. Вот сегодня мы начали Дерс 2. И вот сколько прошли, смотрите. Закон гармонии гласных, закон гармонии согласных. Дерс 3. Аффиксы утвердительной модальности. И вот самый сложный, самый большой блок у нас был аффиксы сказуемости, либо личные аффиксы. Вот. Огромный блок. Потом кое-что мы устно еще поэтосамовали. Ну, в общем, работали в поте лица. А? Да, хорошая. Чай поставьте еще. Дети ужинать сели. У детей куриные рулетики. Вкусненько? Нравится?
Приятного аппетита, дети. Спасибо. Так, а я вам буду слова. И у нас, смотрите, теорию мы пишем вот с этой стороны. Вот. А с обратной стороны каждый... У нас таких тетрадок 4 у каждого из нас. А с обратной стороны мы пишем эти словарики. Вот, сейчас мы будем учить слова с детьми. Дети, урок. Дерс.